Апрель – это месяц, который почти не привлекает внимания дятловедов. Его обычно считают пустым. Поиски вроде бы идут, но без прорывов. 4 дятловцев все еще не найдены, картина не меняется, как будто пауза зависла перед трагическим финалом. Но на самом деле затишье это обманчивое. Именно апрель дает самую калорийную пищу для размышлений. Ведь следствие продолжается, свидетели вызывают на допросы. Ивдельская милиция шуршит, подкидывает прокуратуре все новые псевдофакты. Свердловск и Москва не отпускают ситуацию, а внимательно следят за развитием событий. И именно в апреле начинают окончательно оформляться те пока еще сырые идеи, на основании которых дело потом и будет закрыто. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 2 апреля 1959-го Тымпалов допросил в прокуратуре 23-летнего Николая Павловича Анямова. Тот рассказал, что он с другими охотниками видел в январе следы узких лыж, которые были занесены снегом сантиметров на 15, но подумали, что это какая-то экспедиция пошла в горы. А чего и как получилось с туристами, он не понимает, как это могло получиться. У них среди Манси, сколько он помнит, не было такого случая, чтобы кто-либо погибал в горах Урала. Что ранее было, он не знает. Никакого народа другого, кого бы Манси не знали в тех районах, не имеется. Так и отрезал. Никаких дикарей у нас в районе не имеется. То есть версия милиции о Бастяках не подтверждается. Все ее затюкали. 6 апреля Тымпалов при допросе 26-летнего Манси Шешкина проверяет версию нахождения потенциальных охотников на месте преступления. Шешкин подтверждает: когда мы были на охоте, то я видел следы росомахи и волков. Росомахи могут есть мертвых оленей и людей, но волки мертвых оленей не едят. Я слышал, что 5 туристов нашли замерзшими. Почему они замерзли, мне неизвестно. 7 апреля Тымпалов провел аж 4 допроса, по которым мы видим, что ураганы уже не актуальны. А Ивдельский отдел внутренних дел разрабатывает свежую версию светящихся шаров. При этом действуют топорно, но только потому, что у них и в мыслях не было, что эти показания будут когда-то опубликованы. Безяев и иже с ним решили подкрепить заявление метеорологов Токаревой и Пегузовой о небесном явлении 17 февраля. И вы сами почитайте эти протоколы допросов от 7 апреля, а мы их только проанализируем. Эти 4 показания дали военнослужащие ОБАНА воинской части 6602. 33-летний Савкин, 20-летний Малик, 30-летний Новиков и 22-летний Анисимов. Интересно, что протоколы допросов они все заполнили собственноручно, хотя ранее у Тымпалова свидетели только подписывали протоколы. Оперуполномоченный Горбушин записано верно, мною лично прочитано, Майорова записано верно, мне прочитано. А тут аж 4 собственноручных свидетельства, которые совсем не выглядят как личные мемуары. Слишком много совпадений в стиле военнослужащих и способе описания. А если внимательно всмотреться, то выглядят эти показания как интерпретации заявления метеоролога Токаревой, которая Пегузова типа направила начальнику Ивдельской милиции Безяеву. Первое, что бросается в глаза, у всех одна и та же дата события, 17 февраля, одно и то же время, 6:40 утра, одно и то же направление, с юга на север, одна и та же продолжительность небесного явления, примерно 10 минут. Это все очень подозрительно. Когда несколько человек описывают одно и то же событие, случившееся 2 месяца назад, то у них обычно есть расхождение во времени, длительности, впечатлениях, последовательности событий. А тут как под копирку. Но главное, во всех показаниях повторяется одна и та же фраза. Шар ярко-белого цвета, окутанный белым густым туманом. Внутри яркая светящаяся точка размером со звездочку. Савкин. Периодически окутывался облаком белым густым туманом. Малик. Шар был ярко-белого цвета, в густом тумане белого цвета. Новиков.
Периодически окутывался белым густым туманом. Анисимов – шар больших размеров, окутанный белым туманом. Это не просто совпадение. У военнослужащих даже одинаковый набор эпитетов. Никто не пишет там свечение, полоса, огонь, вспышка. У всех именно шар, белый густой туман, а внутри шара точка размером со звездочку. В двух свидетельствах эта фраза практически дословная. Ярко светящаяся точка размером со звездочку. Это все, конечно, не выглядит натурально. И это совсем не бытовая речь солдат. Так не вспоминают то, что случайно увидел 2 месяца назад. Это значит только одно. Савкин, Малик, Новиков и Анисимов переписывали свои показания из готовой формы. Особенно Анисимов постарался, не пожалел чернил. Его текст длиннее, имеет больше деталей. Светящаяся точка, которая принимала форму шара, она как бы расталкивала этот туман, в то же время увеличивая его плотность по краям. Этот шар был виден минут 10, а затем исчез в северном направлении, как бы растаял вдали. Вот все, что я видел. Для рядового военнослужащего такой текст выглядит слишком литературно. И главное, Анисимов не добавляет в него никаких новых фактов, он только украшает его всякими художественными вывертами. А то, что протокол допроса Савкин, Малик, Новиков и Анисимов писали собственноручно, это тоже палево. Видно по почерку, что Тымпалов заполнил шапочку, а это значит, что бланки протокола им раздали. И где они заполнялись? Или в казарме, или в стенах Ивдельской милиции. Таким образом, эти 4 военнослужащих воинской части 6602 – это не те свидетели, которых долго искали и, наконец, нашли. Их просто привлекли к оформлению новой версии после того, как Ураганная потерпела фиаско, как и криминал со стороны Манси. Нужно было что-то третье. Вот таким образом укреплялась версия, рожденная в Ивдельской милиции и согласованная с фигурантами, потому что не случайно подключили к фабрикованию протоколов допроса воинскую часть 6602 с Чернышовым и Брусницыным, которые или сами фигуранты, или люди, близкие к ним. Что-то было в небе, это видели военные, это было необычно. Есть загадка, есть масштаб и, главное, есть пространство для домыслов и нет конкретного виновного. Идеальная версия. А время прокуроров тикает. До 28 апреля совсем ничего осталось. А давайте-ка займем их драгоценное время еще одной басней, пусть проверяют эту новенькую легенду. Детловеды упиваются этими показаниями военнослужащих конвойной части 6602 и часто цитируют Иванова, который потом в своей нетленке «Огненные шары» на них ссылался. Надо ли к этому добавлять, что наблюдение неба у Токаревой входило в ее профессиональные обязанности, и что в это время район Приуралья не посещала комета? Этот огненный шар наблюдал в районе Ивделя военнослужащий Савкин, который тоже был допрошен. Это уже было делом техники – разыскать и других людей, кто по ночам и вечерам в январе-феврале 59-го по долгу службы не спал, а находился на дежурстве под открытым небом. Конец цитаты. Заметили, да? По ночам и вечерам. А небесное явление случилось как раз утром. Ну, следователь Иванов – это отдельная история, конечно. Как был кучером, так ним и остался. Но об этом позже. 7-8 апреля допрос свидетеля от Монаки. Оно длинное, зачитывать не буду, но важно, что Тымпалов пригласил его как члена секты свидетелей светящегося шара 17 февраля. От Монаки описал необычное явление, но не привязал его к гибели дятловцев. Да, у него есть эмоции, казалось, что падает небесное тело, что сейчас будет столкновение, но он не упоминает, что это связано с Дятловым.
Тымпалов при помощи отманаки дожимает тему светящихся шаров, но нужно понимать, что на этом этапе сбора информации еще непонятно ни милиции, ни прокурорам и даже фигурантам, как эти светящиеся шары использовать, потому что они летали в небе ни в тын, ни в ворота 17 февраля. То есть явление было, интерес к нему нагнетается, а дальше как карты лягут. По отманаке мы видим, что он действительно свидетель того небесного явления. Его показания отличаются по стилю с заявлением Токаревой. Его лексика – молочно-белое пятно, концентрические окружности, ореол, 5-6 лунных диаметров. Отманаки видит что-то странное и описывает как может, но на душе у него прочно умостилась версия ураганная. Началась метель и их разбросала по склону, либо просто сбросила в пропасть. 13 апреля события делают крутой разворот. Что же случилось? Состояние, царящее в Свердловской областной прокуратуре, описал заместитель начальника следственного управления прокуратуры Свердловской области, тогда еще 40-летний Окишев. Наше с Ивановым положение было тогда очень тяжелым. Родители погибших приходили ко мне в кабинет, иные кричали и называли нас фашистами, которые скрывают от них правду. Мы говорили, наверное, землетрясение, ураган там и все такое. А что мы могли сказать, если сами ничего не знали? Родители писали во все инстанции, думаю, и самому Хрущеву, требуя продолжать расследование. Конец цитаты. И вот на основании непрекращающихся жалоб родственников Генпрокуратура РСФСР поставила в известность Клинова, что в апреле к ним приедет на разборки сам заместитель прокурора РСФСР 53-летний Ураков. По поручению ЦК КПСС и Совета министров РСФСР он проконтролирует следственные действия по делу группы Дятлова. Почему Москва посылает Уракова? В основном разбираться, почему негодуют родственники погибших. Москва видит, что волнения в Свердловске не утихают. Версия урагана от Свердловского обкома никого не успокоила. Значит, надо ехать на месте разбираться. А мы говорили, что Иванов поначалу считал, что история с дятловцами носит уголовный характер и был очень демократичен, но после нескольких внушений свыше, как рассказывает Карелин, стал замысловатым, чужим и недоступным. Когда он вернулся, мы его не узнали. Это был совсем другой следователь, который уже ничего не говорил ни про убийство, ни про шары, а нам часто стал советовать одно – поменьше трёкайте языками. Конец цитаты. И не только Карелин, многие поисковики рассказывали, что демократичность Иванова на каком-то этапе резко сошла на нет. И вот после звонка из Москвы Клинов подключает к следствию прокурора следственного отдела Свердловской областной прокуратуры Романова со специальным заданием выяснить роль руководства спорткомитета УПИ в трагедии дятловцев и разобраться с жалобами их родителей. Потому что уже отрабатывалось направление назначить козлами отпущения спортивной организации Свердловска и тем самым успокоить родственников. Свой первый допрос Романов провел 13 апреля, допросив Уфимцева, инструктора учебно-спортивного отдела с 1947 года. Понятно, что Уфимцев оправдывался. Я считаю, что при подготовке, снаряжении и отправке этой группы никаких нарушений инструкций или упущений не было допущено. На другой день, 14 апреля, Романов приступает к допросам родственников погибших, чтобы понять, чем они конкретно недовольны и какие у них претензии, чтобы потом доложить Уракову. А для нас это суперинформация. Мы, наконец, переместимся с места поисков и посмотрим, как в Свердловске восприняли тот поток лживой информации, которая на них обрушилась. 30-летняя Римма Каливатова, завуч школы, на допросе у Романова отметила недостатки в организации похода, рассказала, как несвоевременно и с большим опозданием начались розыски пропавшей группы. Также ее возмущение вызвала организация похорон. И вот ее мнение о причине гибели ее брата.
Группа туристов педагогического института, географического факультета с их слов, которая была на горе Чистоп, юго-восточнее, видела в эти дни, в первых числах февраля, в районе горы Атартен какой-то огненный шар. Такие же огненные шары были зафиксированы и позднее. Какого они происхождения? Не могли ли они стать причиной гибели целой группы ребят? Не могли они погибнуть только от разбушевавшегося бурана. Конец цитаты. Колеватова завершает свои претензии такими словами. «Требую от имени всех моих близких, от имени матери, а она не перенесет такой большой и тяжелой утраты, привлечения к судебной ответственности людей, так безответственно организовавших поход, товарища Курочкина, председателя городской спортивной секции, товарища Уфимцева, его заместителя, товарища Гордо, председателя спортклуба Уральского политехнического института. Прошу объективно разобраться в причинах гибели группы туристов, родителям и родственникам дать возможность узнать об этих причинах». Конец цитаты. Мы впервые увидели, как дятловедение вышло за пределы Ивдельского района и заходит в сознание измученных неизвестностью родственников погибших. Колеватова не воспринимает буран как достаточное объяснение. Колеватова берет то, что уже витает в воздухе, как нечто загадочное, о котором говорят шепотом. Но огненные шары не дают выхода ее эмоциям. Шары – это что-то абстрактное, что-то то, что нельзя наказать. А Рима Колеватова не может на этом остановиться, и она вдруг резко переходит от шаров к конкретным фамилиям. «Требую привлечения к судебной ответственности» и перечисляет этих санкционированных партией козлов отпущения. Потому что родственникам не нужна аномалия, им нужно понять и наказать. А в их сознании уже запущены два параллельных процесса, которые никогда не пересекутся. Колеватова уже почти поверила в огненные шары, но требует суда над конкретными людьми, которые к этим шарам не имеют никакого отношения. Обратим внимание, как грамотно начинает меняться картина. Первая версия «Ураган», она появляется рано, быстро оформляется, одобрена обкомом. Но есть одна проблемка. В нее никто по-настоящему не верит. Ни поисковики, ни родственники. Даже сам Масленников не осмелился ее повторить на допросе у прокурора. Потому что «Ураган» не объясняет поведение группы Дятлова и не дает ответа на животрепещущие вопросы. И в этот момент начинает появляться другая линия из этой же серии природных явлений. Светящиеся шары. Не сработал «Ураган», вот вам нечто масштабное, непонятное, безличное. Пожалуйста, играйте с этими шарами сколько и как угодно, ведь их нельзя ни допросить, ни арестовать, ни предъявить им обвинения. Вот вам наглядно скромная роль ивдельской милиции, которая, по идее, должна была собирать факты, но по указке хозяев Ивдельского района она активно коллекционировала свидетельства астрономических явлений и подсовывала прокурорам россказни про то, кто что видел в небе. И именно эта линия начинает работать лучше всего, потому что она снимает напряжение, дает ощущение тайны, что немаловажно, и при этом уводит от конкретных вопросов. И что самое главное, отпадает необходимость ее навязывать. Версию огненных шаров жадно подхватывают все. И измученные страхами поисковики, и натасканные военные, и с ума сходящие от неизвестности родственники. Вот такой дьявольский механизм. И это не то, что там кто-то сидел и хладнокровно вырабатывал все эти версии. Нет, они появлялись в Ивделе тоже в сумасшедших мозговых штурмах по мере того, как развивались события. Потому что эта троица секла поляну и знала все настроения населения и поползновения прокуратуры. И запускали версии в надежде, что какая-то из них удовлетворит всех. И почва была преблагодатная, люди затуманены страхами, слухами, неизвестностью. И вот выстрелили именно эти астрономические явления, даже авторы не могли подумать, что тема так разовьется. Далее на допросе у Романова начальник управления Уралэнергостроймеханизация Кривонищенко. Он краток. Кто-то ему рассказал, что 1 февраля в Ивдельском районе наблюдалось чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда. Свечение было постоянно сильным. Через некоторое время послышался звуковой эффект, подобный сильному грому издалека.
Фамилии наблюдателей этого явления Кривонищенко назвать не может, так как никогда их до этого не видал и не знает. Студенты говорили, что они наблюдали подобное явление дважды – 1 и 7 февраля 1959. Мы видим, как мнение Кривонищенко встраивается в общий поток. Кто-то ему рассказал, фамилии назвать не может. Но заострим внимание на том, что слухи начинают принимать форму. Теперь это уже чрезвычайно яркое свечение ракеты или снаряда. И есть звуковой эффект, подобный грому. Это значит, что версия огненных шаров уже зашла настолько далеко, что шары получили форму в виде ракеты или снаряда. Причем это явление наблюдали дважды, 1 и 7 февраля. То есть явление это не случайное. Там, в этом районе, что-то происходит регулярно, подчеркивает Кривонищенко. Он берет любое объяснение, которое звучит хоть как-то конкретно. Ракета, снаряд – это первый шаг к тому, чтобы искать виновных. Опять же, ситуация страшна тем, что именно его сын делал все, чтобы оставить на своем теле страшные следы насилия. Но отец об этом не упоминает. Он, как заколдованный, твердит о свечении ракеты. Далее Романов допрашивает заведующего отделом Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Слободина. Тот, как и Колеватова, требовал привлечения к судебной ответственности спортивных функционеров, руководителей Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту Курочкина и Уфимцева, а также бывшего председателя правления спортивного клуба при Уральском политехническом институте Гордо. Для Романова картина уже вырисовывается. Есть что посоветовать московскому прокурору. Организуйте виновных, и родственники угомонятся. И, наконец, старший инженер управления лесной промышленности Совнархоза Дубинин. Он хорошо подготовился, но его показания тоже основаны на слухах. Исходя из услышанных разговоров студентов УПИ о том, что паническое бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением. Таким образом, Дубинин развивает тему, начатую Кривонищенко. Остальные, не найденные сейчас 4 человека, могли прожить после смерти найденных не более 1,5-2 часов, заставляют думать, что выдуманное внезапное бегство из палатки произошло вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила, там были части из физико-технического факультета, бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияло на жизнедеятельность людей и, в частности, на зрение. Полет снаряда 2 февраля около 7 часов утра видели в городе Серове. Наблюдала его, по рассказам студентов УПИ, некая группа туристов, пребывавшая в то время в походе до горы Чистоп. Я не думаю, чтобы предполагаемый снаряд был пущен извне территории СССР. Следовало бы вызвать в этом виновников, так как по их вине погибла группа людей, а территории для маршрутов у нас в СССР хватает достаточно. И кроме того, если снаряд отклонился и не попал в намечаемый полигон, по моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить, и для оказания потребной, возможно, помощи. Если этого не было сделано, то это является со стороны работников военного ведомства также бездушным отношением к сохранению жизни людей, будь они туристы или охотники. Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных 4 человек. Изложенным здесь моем личном мнении я ни с кем не делился, считая это неподлежащим разглашению. Конец цитаты. Смотрите, что происходит. Дубинин говорит, что полет снаряда 2 февраля около 7 часов утра видели в городе Серове. То есть он жестко привязывает свой снаряд к утру 2 февраля, когда даже Масленников всех убедил, что катастрофа произошла в ночь с 1 на 2 февраля. И получается, что по Дубинину снаряд прилетает после события, то есть он физически не может быть причиной гибели дятловцев. В нормальном следствии таймлайн – это база. Если что-то не сходится по времени, версия отпадает. А здесь наоборот, огненные шары уже заползли в душу, значит время как-то объяснится.
И мы наблюдаем, как происходит эволюция от шаров к снаряду. Начинается все еще с той же подставки. Паническое бегство, но теперь оно вызвано взрывом и большим излучением. Потому что беззубые огненные шары Дубинина не устраивают. И он делает следующий шаг, конкретизирует. Явление в небе стало взрывом снаряда. Версия перестает быть атмосферной и становится техногенной, управляемой. И главное, есть кто-то, кто допустил ошибку. И Дубинин прямо говорит, следовало бы вызвать виновников. И теперь это уже не козлы отпущения из спортивных организаций. Понятно, да? Шары наказать некого, а снаряд уже имеет конкретное ведомство. Есть запуск, значит есть полигон, следовательно есть ответственное. Все, появляется юридическая перспектива. Но проблема в том, что показания Дубинина – это не свидетельство. Он сам снаряд не видел, а ссылается опять же на разговоры студентов, добавляет «видели в Серове», «туристы возле Чистопа», типа «сами ищите и допрашивайте». Но самое интересное здесь об аэроразведке, которая якобы подобрала остальных 4 человек. Это уже конспирологический финал. Был снаряд, была ошибка, военные это знают, но скрывают. Поэтому подобрали остальных 4. И для усиления впечатления Дубинин добавляет, что ни с кем не делился своими размышлениями, потому что считает это неподлежащим разглашению. Он понимает, что это что-то секретное. Вот так на примере показаний Дубинина эволюция версии светящихся шаров в чистом виде. Есть аномалия, светящиеся шары в небе. Произошла катастрофа, эти шары как-то повлияли на группу Дятлова. Конкретизация – это не просто светящиеся шары, а снаряд. Поиск виновных, военные и полузаговор. Возможно, военные что-то скрыли, что не подлежит разглашению, там было что-то секретное. А в Ивделе пока об этом ничего не знают, потому что сами по себе шары были вброшены с целью поставить следствие в тупик, не более. Чем-то занять прокуроров, у которых часики тикают, и чтобы подготовить почву для закрытия дела. Но вдруг светящиеся шары шарахнули по полной и дали возможность заинтересованным лицам, пострадавшим и даже следствию сосредоточиться на поиске виновных. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Я понимаю, как тяжело многим это слушать. Правда. Чувствую, что в какой-то момент у части аудитории возникает почти физическое желание переключиться и пойти туда, где все привычно, гладко и спокойно, где ровным, убаюкивающим голосом им расскажут про тайну перевала, про загадку, которую никто не может разгадать, про версии, которые звучат таинственно и ни к чему не обязывают, где не нужно разбираться в грязной кухне следствия, в страхах, в давлении, в странных решениях, где все уже разложено по полочкам. Вот версия, вот еще версия, вот 3, 5, 10, выбирайте любую. Комфортно и лампово, а главное – привычно. Но есть одна проблема. Это не имеет отношения к действительности. Потому что бытие, оно вот такое. Нервное, ломаное, противоречивое, болезненное, подлое, неприятное, а местами просто нелепое. Где взрослые люди боятся дуновения ветерка. Где военные пишут доклады об огненных кольцах. Где студенты отворачиваются от тел своих товарищей. Где родственники погибших хватаются за любую версию, которая им пояснит, что случилось с их родными, и попадают в умело расставленные капканы. И где из всего этого рождаются легенды, которые потом десятилетиями выдают за расследование. Это не просто слушать, но у меня для вас плохие новости. Я не могу предложить вам прекрасную историю. И ламповую загадку тоже. Потому что, как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное – этот самый реализм.